А вы знаете, что слово long не всегда означает длинный или длинное? Я сегодня вам покажу очень важных значений слова long, которые вам просто необходимо знать, чтобы понимать носители. Если вы первый раз тут, меня зовут Джерри, и мы тут учим разговорный английский. Подписывайтесь и начинаем. Ну что, друзья, начинаем. Вот слово long мы все знаем как длинный или длинное. Например, длинное платье, a long dress. Или у меня длинные волосы, I have long hair. Но дело в том, что long не всегда длинный. Long может быть глагол. То есть long как длинный, это прилагательно, описывает существительное. Но long также может быть глагол. И сегодня посмотрим очень важных случаев использования слова long, где вообще не означает длинно. И также вам покажу контекст использования. We're gonna watch, мы посмотрим контекст в фильмах, in movies, и также a lot of examples, много примеров. Начинаем. Let's get started. Начнем с самого простого. Это long как глагол. Как уже сказал ранее, long может быть глагол. Long can be a verb. Когда long является глаголом, просто означает иметь очень сильное желание что-то делать. То есть, когда я очень хочу что-то делать, очень хочу что-то иметь, могу сказать I long for. Long for, после for идет существительное, после long to идет глагол. Посмотрим сразу же контекст использования. Как тут написано, long for, жаждет, то есть жаждет прямо очень сильно хочу. Например, long for a smoke, это иметь сильное желание закурить. Если вы курите, иметь сильное желание закурить, можно сказать I really want to smoke или I long for a smoke. Это одно и то же. Вот a smoke это существительное, как мы знаем, стоит перед smoke слов артикл a. I long for a smoke. Еще пример. Long for a change. Change это перемен. I long for a change, то есть жаждет перемены. Очень хочу видеть изменений. We really long for a change in our society. Еще примеры. The first one, I long for you. Например, у тебя есть девушка или парень, вы далеко живете друг от друга. Можно сказать, I long for you. Означает, ты мне очень нужен, я не могу без тебя. I really long for you. Или еще пример тут, they long for peace, but are driven to war. К сожалению, они стремятся к миру. Означает, они очень хотят мир. А их заставляют воевать. So they long for peace, but are driven to war. То есть, когда мы очень хотим что-то делать, что-то видеть, we can say, I long for, если это существительное. А бывает также, что после I long идет глагол. Например, тут, как написано, to want something very much. То есть, to long for something, to want something very much, или to long to do something. Как уже сказал ранее, long for сразу идет существительное. Например, we long for peace, мы очень хотим мир. Или I long for you, очень хочу быть с тобой, for example. I long to do something, очень хочу что-то делать. Как на русском показано, страстно желать чего-либо, прямо страстно, very important. I long for это страстно жаждать что-то. For example, she longed to see him again. То есть она очень хотела его увидеть. Еще раз, как мы видим, тут long это как глагол в прошедшей форме. Окончание ed. She longed to see him again. Она страстно желала или имела сильное желание его и видеть снова. Как мы видим, long может быть прилагательно, как длинное, но long также может быть глагол, иметь сильное желание что-то делать, кого-то видеть, что-то очень сильно хочу, можем сказать I long for. И вопрос к вам, what do you long for? Что вы очень хотите видеть, иметь, делать? Напишите в комментариях. В моем случае, I long to go on holiday. Я очень сильно хочу на отдых. I long for peace. Я очень хочу мир в нашем мире. I long for
Peace. Ваши примеры для практики в комментарии напишите. Как обещал, теперь посмотрим контекст использования in movies, в фильме. Let's say the first one послушаем внимательно. Do tell your sister that I long to see her. Do tell your sister that I long to see her. Я очень хочу ее видеть. Do tell her, скажите, пожалуйста, вашей сестре, что I long to see her. То есть можем сказать I really want to see her. The second, To you. I long. let's go back a bit. I long to see you and speak to you. Он пишет кому-то письмо и говорит I long to see you and speak to you. Я очень хочу тебя видеть и с тобой разговаривать. I long to see you. Теперь посмотрим long for. Послушаем. Oh, tell us. We long for news. Oh, tell us, we long for news. News — это новости существительно. Long for news — очень хотим слышать новости. Let's see the next one. We long for you to return. We long for you to return. Мы очень хотим, чтобы ты вернулась. Мы очень ждем твоего возвращения. We long for you to return. Как мы видим, long не всегда означает длинный. Long также может быть я очень хочу что-то видеть, что-то иметь, что-то делать и так далее. The second phrase, который вам просто нужно знать, это all day long. И, кстати, тут можем менять слово day, например, month, или night, или summer, то есть какой-то период, например, all day long, all year long, просто означает весь период. Например, all day long означает весь день, или all year long означает весь год. Let's see some examples. Like we have here, как мы тут видим, the dog barks all day long. Bark — это лает. The dog barks, собака лает весь день. It barks all day long. Конечно, можем сказать просто all day, но мы чаще всего добавляем слово long для подчеркивания, just to emphasize the point. Или she nags her husband all day long. Она целыми днями пилит своего мужа. Конечно, неприятно. She nags her husband all day long. Или еще один пример. I could eat this cake all day long. Я могу есть этот торт весь день. То есть так вкусно, торт такой вкусный, могу есть именно этот торт all day long. Весь день. Как мы видим, в этом контексте это specific словосочетание all day long или all month long или all year long просто означает весь период, весь день, весь год и так далее. Теперь посмотрим контекст в фильме. The first one, let's listen. It doesn't make sense that you're sitting here doing this all day long. It doesn't make sense. Это не имеет никакого смысла that you are sitting here doing this all day long. Что ты тут сидишь, этим занимаешься весь день напролет. Doing this all day long. Let's see one more example. So what's it like having people find themselves in your office all day long? The next, let's listen. He wanted Christmas to last all year long. He wanted Christmas. Он хотел, чтобы Рождество длилось, to last. Last тут это глагол. He wanted Christmas to last all day long. Он хотел, чтобы Рождество длилось all year long. Весь год. All year Let's listen one more time. He wanted Christmas to last all year long. long. Let's go back a bit. It goes on all year long. It goes on all year long. Это продолжается весь год или круглый год. It goes on all year long. Мы уже видели два выражения. The first one — это у нас, когда long — это глагол I long for. Очень хочу что-то. А второй, когда long в контекст, например, all day long, all year long, означает весь период. Третья фраза — это у нас no longer. Да тут совсем ничего про длительность нет. No longer просто означает я больше чем-то не занимаюсь. То есть больше не или уже не. Например, я больше тут не живу. Можем сказать I no longer live here. In context, в контексте I no longer live here. Я больше здесь не живу.
По факту no longer просто синоним anymore, но в предложении структура немножко отличается. So I no longer live here, я больше тут не живу, могу еще сказать I don't live here anymore. Или he no longer works here, он больше тут не работает. Или he doesn't work here anymore. То есть no longer просто означает больше не делаю, больше не происходит и так далее. For example, я больше не нахожу ее сексуально привлекательной. Тут написано I no longer found her sexually attractive. No longer. Или я больше не желаю знаться с подобными ему людьми. See, I no longer wish to be associated with people like him. One more example. Они больше не соблюдают обычаи. Traditions. They no longer follow traditions. Как мы видим, no longer просто означает больше не или уже не. Какое-то действие больше не продолжается. We can say no longer просто заменяет anymore. Теперь переходим к фильму. Послушаем. I no longer have any access to these files. I no longer have any access to these files myself. То есть у меня больше нет доступа к файлу. I no longer have access to these files myself. Let's see one more example. 1. Walter and I are no longer married. Walter and I are no longer married. То есть Walter и я, мы больше не женаты. We are no longer married. Мы больше не в браке. Let's see the last one for today. Да, тут очень интересно. Мы видим a long face, и дословно получается длинное лицо. Но на самом деле тут речь совсем не идет об этом. Что такое a long face? A long face просто означает грустное лицо. That is right. Let's check it out. For example, let's see some examples here. Мрачное лицо или иметь разочарованный вид, иметь недовольный вид. Обычно мы говорим либо to make a long face, как бы делать разочарованный вид, to make a long face. Иногда довольно часто также говорим to pull a long face, make a long face, pull a long face, или wear, как будто одеть. To wear a long face. Все означает иметь разочарованный вид. То есть, по факту, to have a sad face. A long face – это a sad face. Печальный, мрачный вид. Very important. Let's see one example. What's the long face for? Ты чего такой мрачный? Когда коллега, например, такой мрачный пришел на работу, можно спросить, what's the long face for? Что происходит? What's the long face for? Теперь let's see some examples, пример в фильмах. Well, hell, buddy, don't pull a long face. Well, hell, buddy, don't pull a long face. Buddy – это приятель. Well, buddy, ну что, приятель, don't pull a long face. Не делай такой мрачное лицо. Как мы видим, его лицо не так радостно. Он говорит, не делай такой мрачное лицо. Don't pull a long face. A couple more examples. What's the long face for? What's the long face for? Зачем такое мрачное лицо? Что происходит? Почему такое грустное лицо? What's the long face for? Why the long face? So, why the long face? Почему такое мрачное лицо? Что происходит? Why the long face? One more. Why the long face? Let's talk in my office. Why the long face? Почему такое мрачное лицо? Давайте пойдем в офис поговорить. Why the long face? Вот мы уже запомнили, верно? Когда коллега, например, на работу пришел с такой мрачной, грустным лицом, можно спросить, why the long face? Что происходит? What's happening? Why the long face? Ну вот, мы уже видели I long for, когда я очень хочу что-то, прямо жаждать, сильное желание что-то делать, видеть, иметь и так далее. I long for smoke, например, очень хочу закурить. Или all day long, весь день напролет. Или all year long, весь год напролет. I no longer, больше не делаю. I no longer smoke, больше не курю. I no longer work here, больше тут не работаю. A long face, вытянутое лицо, но по факту означает грустное, мрачное лицо. Why the long face? Почему у тебя такое грустное лицо? Why the long face? Теперь же в комментарии напишите ваши примеры с этими выражениями. Это отличная практика. A very good practice для закрепления. И также поставьте лайк, мне будет очень приятно. Подписывайтесь, вам будет полезно. У нас каждой неделе новый урок выходит. И увидимся в следующем уроке.
Bye for now.